Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп. Сентябрь 2023 года. События сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз – это лишь прогноз. Реальность всегда отличается от прогнозов как астрологических, так и по таро-картам. Тем более у каждого своя личная история. Но вы люди интуитивные, я так надеюсь, что первое, мы с вами приятно проведем время, а второе, может быть, вы сможете какую-то ситуацию на пару шагов предвидеть, просчитать, словно предугадывать какие-то события. И в этом вам помогут как раз вот та метафора, которая изображена на картах, и, конечно, ваша интуиция. Давайте узнаем. У нас две колоды. Это колода 78 дверей. Это и есть, по сути, метафора. Но мы откроем позже и узнаем, какие двери передо мной будут открыты в сентябре или что я смогу осуществить. А на колоде Таро иллюминатов мы зададим основные вопросы. Первый у нас идет как «Что важно знать?» или оценка ситуации в целом на месяц. Как вы будете, может быть, себя чувствовать, ваше настроение или общий фон. Что для вас сентябрь в целом будет значить? Или какая-то задача, может быть, основная, которую вы хотите для себя, планируете решить? Или основное событие, чего будет касаться? Может быть, чему придется уделять внимание, время, вот как данность какая-то. Неожиданные события. Достанем и такую карту. Пусть нам расскажут. И достанем третью карту. Радостные события, что меня будет радовать или что мне будет помогать. По основным сферам жизни, дела, работа, бизнес. Давайте посмотрим энергии. Что по финансам нам обещает сентябрь? Раскроем. Что-то у меня сегодня карты сами по себе гуляют. Ну, значит, так надо. Карты всегда своей жизнью живут. И что в личной жизни? Итак, оценка ситуации или месяца. 5 минут до старта. У кого-то из вас может быть ситуация, и я не собирался или не собиралась переезжать, а вот теперь надумала. И вы, скорее всего, в сентябре тогда будете конкретно что-то просчитывать, или перед вами будут, знаете, как внезапные перспективы, которые открылись, или какие-то возможности. Может быть, и обстановка в целом такова вокруг вас, что вы вынуждены какие-то рассмотреть новые варианты работы или деятельности, или какое-то новое творчество, или что-то вас вдохновит, увлечет. По тройке жезлов обязательно что-то увлекает. Жезлы, огненная энергия. Это чем бы мы ни занимались, мы это делаем с удовольствием. Знаете, с таким добрым смысле упоением, когда мы видим собственные перспективы раз, и по тройке жезлов мы контролируем ситуацию два. Мы достаточно ресурсны. И вот, наверное, как эти 5 кораблей на горизонте показаны нам, а человек словно в гавани стоит и просто ждет их приближения. И мысленно, видимо, просчитывает, на каком же я отправлюсь, так и вы можете еще и выбирать среди множества вариантов или просто будете искать для себя какой-то наиболее приемлемый. Есть элемент где-то неспешности, ожидания. Почему я сказала, у кого-то переезд может проиграться, или даже тот, что мы не планировали, или какую-то другую ситуацию, которую мы не планировали. Карта все равно подразумевает 5 минут до старта, я ее называю, потому что вот-вот, и мы уже как будто к чему-то приступаем. Но вот есть момент ожидания и в последующем уже какой-то динамики. Вот для вас это будет важно. Но самое главное, настроение уже по этой карте нам хорошее. Весь сентябрь мы будем четко понимать, чего мы хотим и чего мы не хотим. Видимо, может быть, в самом начале сентября вы будете или можете ощущать себя словно на этой развилке, но, скорее всего, какая-то четкость, определенность в ваших решениях, в ваших действиях, когда вы уже наверняка будете понимать свое какое-то направление по какой-то одной, как минимум, сфере жизни, а кто знает, иногда по этой карте проигрывается, знаете, ситуация, когда я, к примеру, меняю работу, да, на какую-то другую, и следом у меня меняется как и образ жизни, мой график работы, какая-то личная
жизнь меняется, может быть, даже меняется то место, где я проживаю. То есть вот сразу одна какая-то сфера тянет за собой все остальное. В целом перемены в нашей жизни тянутся как будто вот так. И начаться это может с чего угодно, даже с какого-то нашего инсайта. И такое по тройке жезлов у кого-то тоже может проиграться. Как я сказала, не собирался куда-то или не думал когда-то раньше, может быть, месяц, два, три тому назад, еще не подразумевал, не предполагал, что вот так разовьются события или как-то дела пойдут таким ходом, что мне придется учитывать какие-то множество деталей, и претерпевает моя жизнь изменения именно потому, что такая обстановка. Она меня к чему-то подталкивает, но одновременно дает новые возможности. Неожиданности или неожиданные события. Да нет ничего неожиданного. Собственно говоря, это и с тройкой жезлов, разве что та неожиданность, как возможности открывается. Но у нас все под контролем, поэтому как таковых неожиданностей на сентябре не предвидится. Единственное, что может быть со знаком плюс, карта мага выпадает, это когда все в вашей власти. Нам карта подтверждает, что любой ваш проект, мои дорогие представители знака зодиака Рак, как по карте алхимика, у вас вполне на 100% возможен к реализации. Мы не говорим, что это будет подведение итогов, но то, что это какой-то как минимум первый шаг, причем такой основательно надежный, который вы именно просчитаете. Здесь не будет какой-то двойственности, непонимания или, знаете, нерешительности какой-то. Нет, маг, он абсолютно в себе уверен, потому что у него все стихии в руках. Где-то, конечно, от нас это потребует определенность, холодности суждений, может быть, расчета, так и расчетливости, правда, где-то и хладнокровия, и выдержки, наверное, всего того, что нам где-то помогает добиваться успеха. Видимо, для вас это будет тоже все очень важно, но нет ничего невозможного. Хотя, если мы говорим, в неожиданностях выпала эта карта, вы, скорее всего, прочувствуете собственную ресурсность и где-то собственную значимость. Вам все это в целом сформирует очень хороший фон уверенности, надежности в самом себе, что может быть лучше. Что нам будет помогать, хотя понятно, что нам будет помогать. Где-то мы сами себе, а где-то нам будет закон буквально помогать. Если мы соблюдаем закон, с другой стороны, в первую очередь, о чем говорит карта справедливости, это старший аркан, посмотрите, второй старший аркан. Тут действительно, первое, на вас будут влиять события, которые происходят вокруг вас. Назовите обстоятельствами это, назовите это какой-то обстановкой или еще какая-то ситуация, предположим, по работе, а то и вот та атмосфера, где вы просто находитесь, меня смотрят люди из разных стран, и у каждого сейчас что-то свое, и значит, это тоже на нас влияет. Так вот, первое значение – быть честным самим собой. И у нас указаны весы, а это не что иное, как гармония, когда в собственной душе нет противоречий. Да, есть и меч в другой руке. Это когда мы отказываемся от того, что уже не имеет смысла. И маг по части, чтобы отказаться, посмотрите, тут тоже меч изображен. Это как сила мысли с одной стороны, а с другой стороны готовность что-то менять, менять самого себя. И как раз прощаться с какими-то паттернами или с тем, что уже не работает. Или, может быть, мы хотели что-то одно осуществить, строили одни какие-то планы, а здесь, в сентябре, у вас может какая-то обстановка на 180 градусов сама развернуться, и следом вас увлечь, словно развернуть к чему-то другому. И тогда это нам говорят очень ресурсно. Если мы говорим, что нам помогает, что нас радует, и я сказала про закон, так вот, где-то мы не нарушаем закон, мы не перепрыгиваем через какую-то систему иерархии, и нам он помогает, где-то и радует. Я могу предположить тогда, если у вас будут запланированы, или пусть не запланированы, а необходимость оформить до бумаги какие-то документы, что-то согласовать, подписать, заключить какой-то контракт, что бы это ни было. И когда все по закону,
вас это будет радовать. То есть вы увидите какой-то итог. Вы сможете это осуществить. Даже если придется походить по каким-то инстанциям, но самое главное – результат. Вот результат вас будет радовать определенно. С другой стороны, если мы где-то сами знаем закон, или мы обратимся, например, к людям, которые знают, как лучше оформить что-либо, это нам где-то будет тоже помогать. Если мы, когда все же выпадает карта справедливости, я всегда говорю, сами не нарушаем, буквально закон в мелочах, переходим даже улицу в том месте, где положено, а не там, где всегда. То есть вот какой-то, знаете, какая-то детализация закона до мелочей, она нам будет тоже в чем-то помогать. Когда у нас вообще все где-то может быть скреплено печатями буквально, и есть какое-то документальное подтверждение, здесь тоже нас это будет где-то радовать. Нечего добавить. Дела, работа, бизнес. И еще один старший аркан. Вы как будто, мои дорогие представители знака зодиака Рак, ну, по крайней мере, многие из вас определенно, карта императора, это карта власти, это карта силы, это собственных возможностей, уверенности в собственных силах и возможностях, но с другой стороны, это еще и статус. Кто-то из вас статус поменяет, у кого-то, может быть, это произойдет в личной жизни, а у кого-то через ваш бизнес или новые, может быть, перспективы на вашем месте, где вы трудитесь. Значит, там тоже будут какие-то изменения, но они будут претерпевать такой оборот, когда для вас будут открываться новые возможности. Получить буквально должность, повышение какое-то. Или перейти, может быть, на какую-то другую ступень иерархии. Нет ничего для вас практически невозможного в сентябре. И одна карта за другой старших арканов это подтверждают. Прекрасно. Единственное, по карте император, знаете, ведь это карта ответственности тоже, поэтому к этому надо где-то быть готовому. Император, он отвечает не только за себя, но и за свой народ, за своих ближних. Поэтому, может быть, от ваших правильных решений будете зависеть не только вы сами, и, предположим, где я зарабатываю деньги, где я проживаю, да, тут ведь сразу много вопросов по старшему аркану может пройти, но еще и ваши близкие будут зависеть. А как знать, может быть, тут кто-то из вас вообще на 180 градусов развернет действительно свою жизнь, как и отправиться, может быть, туда, куда прежде не собирался, так и осуществит, может быть, переезд, банальный переезд, решит улучшить свои жилищные условия и тоже будет просчитывать какие-то варианты. Тут нет ничего невозможного, повторяюсь, потому что у вас аркан алхимик. Что у нас по финансам? Праздник после победы, мои дорогие представители знака зодиака Рак. Удивительный расклад. Финансы вас будут радовать, есть какая-то победа, ну, стало быть, есть праздник. У кого-то торжество будет, правда? У кого-то, кто знает, у нас столько арканов выпадает прекрасных, у кого-то это может означать, может быть, и если мы говорим про статус, планируемая свадьба, помолвка или успешное ведение бизнеса. Ну, есть повод для радости. У нас выпадает это на финансы, и по финансам, значит, они нас радуют. Может быть, и придется, безусловно, прикладывать много усилий, не без этого, где-то корректировать что-то, но в целом нас финансы оставляют довольным на сентябрь. В личной жизни. Ну, вот в личной жизни, правда, у кого-то смена статуса проиграется, но с 8 кубков, знаете, тут может быть в любую сторону, безусловно. У кого отношения оставляют желать лучшего, или когда уже они остались у вас де юре, а де-факто вас ничего не связывает, нет какого-то взаимопонимания. Здесь вы можете окончательно оформить буквально документально ваш развод. Почему нет? Все-таки есть уход, а для кого-то из вас это может быть уход от холостяцкой жизни. И так тоже с учетом всех арканов может проиграться, но, видимо, у каждого по-своему. А для кого-то из вас это будет вот этот самый переезд, когда открываются новые возможности, и вам даже не захочется оглядываться назад. Может быть, это будет касаться вашего бизнеса или работы, или вам предложат ту работу, когда, может быть, есть релокация офиса, или
открытие какого-то нового филиала, ну или какие-то возможности, но тоже как будто на расстоянии. У кого-то и так проиграется. Уход от какого-то прошлого, в принципе. Не только в личной жизни нам про любовь говорят, а это еще и наши планы, амбиции, мечты. Ну, абсолютно все то, о чем мы где-то мечтаем. И тогда с этой картой иногда это свидетельствует, знаете, как мы хотим решить какой-то вопрос или застарелую проблему. И в итоге мы находим это решение и словно переступаем вот через эту пороговую ситуацию, идем вперед и опять же оставляем прошлое в прошлом. Давайте узнаем, какие же двери будут открыты, какие возможности в сентябре для вас. Как это видят карты. Ключевое значение – это дверь, открыта она или закрыта, ну и ключи. Какие двери будут перед вами открыты в сентябре. И нам тройка кубков говорит о празднике. Вы знаете, дверей как таковых нет. У нас двери – это платяной шкаф. И мы примеряем как будто на себя, да, судя по этой карте, примеряем разные возможности. Посмотрите, тройка жезлов. И здесь нам выпадает тройка кубков. Возможностей будет много. Причем одна интереснее другой. И, наверное, и заманчивее также. И ощущение собственных побед, может быть, или собственных возможностей, а главное, интересов в жизни. У кого-то это может быть, как если прежде был любовный треугольник. Здесь, скорее всего, вы будете с чем-то определяться окончательно. Но не всегда. Именно в этой колоде нам говорят больше о хорошем настроении, о легкости. Как будто нам ничто не препятствует, понимаете? Любая дверь, какая нам будет нужна или какую мы захотим, мы можем осуществить, открыть. Любое наше желание. А то, что, наверное, вы не захотите, вы не откроете. Но есть риск по пятерке мечей. Мы не должны ждать или выжидать, что какая-то ситуация решится сама. С учетом, тем более, карты алхимик, он никогда не ждет, он надеется сам на себя. Мы не должны, может быть, согласиться на ту ситуацию, которая нам дает какую-то, знаете, как качелеобразные отношения, например, да, если это мы про отношения. Или если мы про работу, когда нам тоже не сказали ни да, ни нет, мы словно подвешены в таком состоянии, как на крючок пойманы. Вот такого быть не должно. Если мы соглашаемся на какую-то выжидательную позицию, нам говорят, ты ничего не дождешься. Где-то куй железо, пока горячо. То есть сама по себе активность, несколько карт об этом говорят. Но если мы где-то спустим на тормоза и подумаем, что ну как-то разберется само, не разберется. Дверь так и останется закрытой. Посмотрите, очень красочно говорит карта, что пока ждала женщина, она уже и состарилась, да и плющом заросла дверь. Поэтому либо праздник, либо вот такая грусть-тоска. Что я смогу осуществить? Да все что угодно. Король Пентаклей. По нему проходит само по себе благополучие, по этой карте, так и финансы, безусловно, богатство, достаток, ресурсность в целом, осуществление ваших планов. Вот то, что вы перед собой поставите, вы все сможете осуществить. Тогда будет и праздник. Будете и собой довольны. Будете довольны своими финансами. Ну и, наверное, последующие планы будете тоже строить с оптимизмом. И если для кого-то была важна, допустим, реализация или смена, мы говорим, статуса, может быть, даже по работе. Хотя король Пентаклей подразумевает смену статуса, она может вполне произойти и в личной жизни. А у кого-то и то, и другое, может быть, и так тоже вполне вероятно. Но самое главное, то, что я захочу, я и осуществлю. От ваших напрямую действий и решений зависит ваша жизнь. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.